Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о динамических наушниках от компании SIMGOD. И приходят они в очень небольшой, но интересно оформленной коробке, где все вот так красиво переливается, и эта модель получила название EA500LM, то есть это обновление оригинальных EA500. Ну а сзади тут есть два графика ЧХ, а именно Harman 2019 и их фирменный SIMGOD 2023 Target. А за звук здесь отвечает динамический драйвер с литиево-магниевой диафрагмой второго поколения, и чувствительность у них очень высокая. Она составляет 123 дБ, и они получили 21 Ом импеданс. Поэтому на раскачку наушники очень легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. И тут мы получаем наушники, которые выполнены из металла. Они очень гладкие, тактильно приятные, но по-прежнему немного собирают вот все отпечатки. Их можно даже поцарапать, поэтому будьте аккуратны с ними. Смотрятся они строго, но мне нравится, да и два логотипа на наушниках неплохо дополняют эту общую фирменную SIMGOD концепцию. А вот здесь написано название этой модели EA500LM. А на внутренней части корпуса с этим посредним габаритом звуководом, золотым таким, находится единственное компенсационное отверстие. И вот здесь вынесли дополнительный блок с винтом. И рядом с ним есть маркировка левого и правого канала. А с посадкой, как и у оригинальных EA500, тут все отлично, сидят в ушах наушники очень комфортно и надежно, поэтому даже куда-то передвигаться при прослушивании музыки можно без проблем. Ну а все аксессуары находятся вот в этой коробке. Инструкция, сертификат качества, кожаный кейс, набор амбушюр и комплектный кабель, который мы уже с вами встречали, но с наушниками SIMGOD EM6L. Он также получил коннекторы 2-пин с довольно хорошо сформированными заушинами. Кабель сделан хорошо, он удобный, но немного путается. Ну и жалко, что здесь нету балансного штекера на 4.4 джек. Поэтому здесь стандартный 3.5. А еще мы получаем сменные сопла и вот такие цветные колечки, которые подойдут для любителей немного подкорректировать в тюнинг наушников. Но я сразу скажу, что в этот раз я слушал эти наушники с комплектным соплом, которое идет из коробки, а именно золотое, и никаких дополнительных фильтров я не ставил. Ну и вот мы подошли к самой главной части обзора, а именно к разбору звучания динамических наушников SIMGOD EA500LM. И стоит сказать, что общая концепция звучания, которую SIMGOD по-прежнему придерживаются, тут по сути не сильно изменилось. Оно и видно на графике. Они не стали проводить какие-то новые глобальные эксперименты, а наоборот серьезно так взялись за дело и исправили небольшие предыдущие недочеты оригинальных EA500. А именно подтянули низкие частоты и улучшили средние, за счет чего теперь эта модель имеет более U-образную звуковую подпись с немного смещенным акцентом на верхней середине. Но теперь это не так явно, как это было у EA500, так как бас теперь заметно и более ощутимо грохочет и не дает так явно доминировать и утомлять средним частотам. Хоть и да, пускай он не компенсирует их до конца, но оно и понятное дело. У них не было цели сделать из этих наушников басхедную модель. Поэтому в таком случае тут все оформлено грамотно и соответствует их таргету SIMGOD 2023. И это, безусловно, не нейтральная и излишне теплая по подаче модель, но все любители более ярких, задорных и энергичных наушников наверняка оценят их тюнинг. Так как по сравнению с оригиналом бас тут воспринимается теперь намного лучше, он более массивный и пробивной, у него есть куда больше веса, и за счет чего теперь кик звучит более весомо и полноценно. И не так легко подается, как это было в оригинале. Да и более выделенная атака здесь мне нравится куда больше, за счет чего бас очень четко прослеживается в миксе и не звучит как-то размазанно и расхлябанно на удар. Наоборот же, мы тут имеем очень сфокусированный на атаку и более точный панчевый мидбасовый удар, который требуется от динамических наушников, и я надеюсь, вы со мной в этом плане согласны. Но, конечно, серьезным басхедом
привыкшим уже к более раздутым и акцентированным низким частотам, наверное, придется пройти мимо. Все-таки SimGod перед собой ставили другую цель в настройке, но вот все остальные ребята, я уверен, оценят более ударную и весомую составляющую низких частот в этом обновлении. Но вот средние частоты — это именно то, что я ожидал получить от SimGod. Тут вам и суперпрозрачность, и четкость с легким теплым тембральным уклоном, и очень воздушное и открытое звучание, которое бросается с первого прослушивания. И этот диапазон тут ощущается действительно безумно проработанным и супер энергичным, с немного легкой подачей средних частот, если сравнивать с другими более дорогими наушниками. Но вот такой общей подачи я давненько не встречал среди динамических наушников, что попадалось в последних обзорах. Тут нету никакой зажатости, излишней чрезмерной резкости и пронзительности вокальной части, и меня радует совсем не утомляющий и правильно проработанный женский и мужской вокал, который вызывает у меня только восторг и приятные эмоции при каждом прослушивании. Да и вполне натуральные тембры и проработанные весомые инструменты здесь, как для динамических наушников, я считаю, очень хорошо раскрыты. А ударные барабаны по-прежнему показывают себя просто отлично. Они чуть более выделенные, чем это было в оригинале, но раскрыты во всей своей красе. У них очень четкая, еще более выделенная атака, дополненная очень длительным послезвучием и аккуратным затуханием от шлейфа реверберации. Ну и завершением тут являются высокие частоты, которые, как и в предыдущих моделях SimGod, тут представлены как супер детальные, подчеркнутые и, я бы даже сказал, ощущаются в меру хрустящими, с какой-то безумной аналитикой и техничностью, а то, как прорисовываются различные нюансы и детали в музыке, удивляет каждый раз при прослушивании. Поэтому эти наушники идеально подходят для глубокого анализа буквально любого вашего любимого трека, так как они буквально разбирают его на части, и вы без проблем можете отделить все инструменты, различные синтезаторные и живые звуки без какого-либо напряга. И поэтому эта модель отлично подойдет даже для работы и сведения музыки. Так и теперь намного лучше тут раскрываются более тяжелые жанры, а уж с чем-то более легким они справляются вообще без проблем, не говоря уже об оркестровой или классической музыке. В общем, да, эти динамические наушники меня удивили, и при этом меня порадовало, что SimGod сохранили тот самый фирменный их характер, который был и в предыдущих моделях. Особенно стоит выделить и A1000, так как по мне они больше всего напоминают вот эту модель. Ну а что касаемо звуковой сцены, то она получилась очень широкой и, самое главное, ощущается супер открытой. Тут имеется как превосходная стереопанорама и ее проработка, и не менее прекрасная глубина погружения и завораживающая прорисовка каждого отдельного инструмента. И мне эти наушники очень напомнили мои открытые полноразмеры Zeus Elite за счет вот этого большого количества воздуха и эффекта открытости, когда все буквально дышит. А вывод по данным наушникам у меня получился таков. SimGod EA500LM — это очень техничные, супер детальные, просто безумно аналитичные динамические наушники, которые не потеряли свой фирменный, энергичный и очень бодрый характер, который встречался нам в других моделях этой компании. Особенно я бы выделил и A1000. Уж очень четко они мне напомнили их подачу средних и высоких частот. Поэтому смело рекомендую всем эти наушники, особенно кто ищет что-то не сильно дорогое и на одном драйвере. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.